В давно минувшие времена, когда Балтимор был затоплен наводнением и люди бежали от воды, один человек стоял на передовой, его имя Томас, чернокожий пожарный с глубоким состраданием и отвагой. Его смелость и решимость были непоколебимы, когда он спасал детей, мальчика и девочку от опасности наводнения. Томас, не раздумывая, бросился на помощь детям, направляя их к безопасному месту, где было укрытие от стихии. Он оберегал их словно своих собственных детей, обеспечивая им тепло, еду и утешающие слова в часы страха и тревоги. Дети, благодаря его заботе, чувствовали себя в безопасности и под защитой. После того, как им удалось выбраться на безопасное место, Томас сразу связался со службой спасения и передал информацию о 2 детях, которых он спас. Он назвал адрес своего дома, куда он привезет детей, чтобы родители направились туда и забрали своих детей. Его дом стал для них не только убежищем, но и местом, где они чувствовали себя как в семье. Томас также сделал все возможное, чтобы найти их родителей. С его помощью семьи были воссоединены, и радость возвращения любимых детей была непередаваема. Спустя 3 десятилетия, когда дети, уже взрослые, вернулись в Балтимор, чтобы навестить Томаса и поблагодарить его за спасение и заботу, что он оказал им в их детстве, они преподнесли ему ключи от новенького автомобиля в знак благодарности. Томас, охваченный волнами эмоций, расплакался от счастья и удивления. И когда дети ушли, оставив Томаса с его новым приобретением, он распаковал небольшую коробку, которую они оставили. Внутри была фотография в рамке, изображающая 2 детей, близнецов, которых он спас от наводнения 30 лет назад. Томас улыбнулся, смотря на эту фотографию, зная, что его добрые дела останутся в сердцах этих детей на всю жизнь. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.